Кумбали, детеныш гепардов Хатари и Хари, родился 12 мая 2015 года в зоопарке Метроу Ричмонд в Вирджинии. К сожалению, в отличие от своих здоровых братьев и сестер, Кумбали родился слабым и должен был бороться за пропитание. В то время как братья и сестры Кумбали становились все более здоровыми и сильными, Кумбали терял вес с угрожающей скоростью. Смотрители зоопарка очень беспокоились о здоровье крошечных гепардов и поняли, что ему не хватает питания. У матери гепарда функционировало только 2 из 8 сосков для кормления 3 детенышей. Из-за этого Кумбали постоянно выталкивали во время кормления. Его выживание висело на волоске. Смотрители зоопарка очень заботились о состоянии здоровья Кумбали, но оно быстро ухудшался, и им приходилось выкармливать его через бутылочку с соской. За Кумбали организовали хороший уход до тех пор, пока он не набрался сил и не смог есть самостоятельно. После такой заботы Кумбали окреп, хотя он все еще был немного меньше своих брата и сестры, но был также здоров. Однако за время отделения от семьи для вскармливания гепарды забыли Кумбали. Его пришлось изолировать, поскольку ему было достаточно трудно со своими сородичами. Сотрудники зоопарка продолжили заботиться о нем. Каждый день он все больше и больше играл и тренировался. Смотрители видели, что он становится сильнее, но чего-то ему не хватает. Гепарды – существа, которым требуется сообщество, и они жаждут общения. С каждым днем Кумбали становилось все более одиноко. Смотрители знали, что нужно что-то делать, чтобы сделать парня счастливее. Зоопарк начал активно искать идеального компаньона для Кумбали. Однако это было не так просто, как хотелось бы. Ведь требовалось соблюсти такие определенные критерии, как вид животного и возраст нового друга. Именно тогда и появился новый герой нашей истории – Кага. Кага был найден Центром спасения животных после того, как его подбросили в приют с ужасными условиями содержания животных в Алабаме. Там у этого маленького щенка было мало шансов выжить. Тем не менее, его судьба резко изменилась, когда спасатели нашли этот ужасный приют. Маленький щенок Кага и другие животные были спасены. Позже его привезли в Вирджинию, где познакомили с новым лучшим другом. Кага был перемещен в Вирджинию, где Центр спасения животных связался с зоопарком Метроу Ричмонд. Игривый щенок идеально подходил для Кумбали и был того же возраста. Их встреча была так волнительно прекрасна. Они оба наконец-то встретили своего товарища по игре. Хотя оба были немного нерешительны при первой встрече, щенка Кага быстро заинтересовал пушистый маленький гепард, и он пошел к нему, чтобы проверить, кто это такой. Его любопытство и дружелюбная натура – это именно то, почему собаки прекрасно подходят в качестве компаньонов кому угодно. Хотя такой тип общения вряд ли встречается в дикой природе, собаки и гепарды уживаются вместе в контролируемых учреждениях почти 30 лет. Собаки обладают спокойствием в поведении, что успокаивает и гепардов, которые часто очень легко пугаются. Поскольку собаки по натуре защитники, они способны успокоить и защитить гепарда от любой воспринимаемой ими опасности. Они также удивительные товарищи по игре, поскольку их энергетика совпадает. Со временем отношения начали развиваться между ними, и Кумбали начал выходить из своей скорлупки одиночества. Эта история показывает нам, что, даже внешне отличаясь друг от друга, многие могут прекрасно ладить и создавать удивительные дружеские отношения. За короткое время дружба Кумбали и Кага расцвели, у них появилась братская связь. Больше всего малыши любят играть вместе. Посетители зоопарка могут увидеть, как Кумбали и Кага носятся вокруг своей игровой площадки, преследуют друг друга и постоянно озорничают. Они находятся на свежем воздухе и получают много заботы и внимания. Сотрудников зоопарка эти два пушистых меховых комочка всегда весело приветствуют, а затем возобновляют свои игры. Но также они очень любят время сна и обнимашек. Ведь жизнь не будет полной без нежного обнимания любимого компаньона. Похоже, связь между этими двумя животными постоянно усиливается. Они абсолютно все делают вместе, от игры до совместного сна и общения. Они даже празднуют свой день рождения в один и тот же день. Есть даже фотографии, как эти напарники открывают свои именинные подарки.
Собаки и гепарды являются очень общительными животными в любой обстановке. Даже в зоопарке, где постоянно ходят посетители, животным требуется общение с другим животным. Удивительно видеть, как эти двое сблизились. В течение многих лет они узнавали друг друга, и между ними развилось нечто особенное. У них есть что-то больше, чем дружба, это братская связь. Они как братья часто дразнят друг друга, но поистине неразлучны. Помогая друг другу, они смогли спастись и выжить в очень страшном мире одиночества, и теперь все делают постоянно вместе. Эти счастливые малыши отмечают свой первый день рождения вместе, и какой способ может быть лучшим для празднования, чем вместе с лучшим другом? Они даже получили вкуснятину, как только развернули свои подарки. По мере того, как времена года сменяли друг друга, Кумбали и Кага впервые увидели что-то необычное для них. Сможете догадаться, что бы это могло быть? Конечно же, снег. Они никогда раньше не видели снег в своей жизни. Это, несомненно, стало новым захватывающим приключением для напарников, поскольку теперь они могут играть на заснеженной игровой площадке. Встреча новых посетителей зоопарка – отличный способ для игривых малышей освежить свои навыки общения. Они любят людское внимание, а также встречаться с животными, хотя тут не обходится без царапин. Кто бы мог подумать, что их новыми соседями станут пингвины? Пушистые непоседы серьезно отнеслись к встрече с новыми соседями по зоопарку. Сначала присмотревшись к пингвинам, Кумбали и Кага вышли к ним навстречу. А позже они познакомились с ретривер Хога, который пока выглядит маленьким поросенком, но со временем вырастет и превратится в 100-килограммовое животное. Кага пока не слишком уверен в своем новом соседе, но со временем они подружатся. А пока два пушистика довольны тем, что тратят свое время друг на друга. Гепарды не выносят одиночества. Кроме того, эти животные подвержены приступам паники. Беспокойные, они могут метаться часами по вольеру, изматывая себя и свои нервы. Щенок и гепард прекрасно дополняют друг друга. Веселый нрав простодушного барбоса способствует успокоению хищника. Собака, в свою очередь, может рассчитывать на нескучное времяпровождение и защиту со стороны более сильного компаньона. Будучи в таком тандеме, гепард и сам начинает вести себя как пес. Вам понравились герои этой истории? Напишите нам в комментариях. Вы бы погладили гепарда с характером собаки. Ставьте лайк неординарной парочке. Читайте трогательные и добрые истории о животных и не только. Подписывайтесь на канал и следите за новостями, а мы в свою очередь подарим вам еще много удивительных историй.